Всем привет, меня зовут Люба. В этом видео мы вяжем шапку резинкой 2 на 2 из пряжи Naco Jersey спицами 6 мм. Также нам понадобится крючок для того, чтобы стянуть петли макушки. Вот так выглядит сама макушечка. Носить ее можно двумя вариантами. Вот таким луковкой. И можно макушку вот так вот сплюснуть. Я вязала не плотно, для того, чтобы шапку можно было носить осенью, либо теплой зимой. Между петельками, конечно, есть отверстие, но шапка сейчас, которая на мне, она еще не стирана. После стирки пряжа раскроется, выдаст свой пушок. К этому мастер-классу вы сможете связать шапку с подворотом. Вот с таким вот. Не забывайте поставить лайк этому видео и давайте начнем. Вот так выглядит моя шапочка не на голове. Вот так она хорошо, свободно растягивается. Это ее макушечка, показываю поближе. Аккуратно закрыта. Все петельки прямые. По расчетам я вязала шапку резинкой 2 на 2. Пряжу использовала Naco Jersey. Здесь в 100 граммах 74 метра. Для шапки, как у меня, которую я вязала, мне понадобился ровно один моток. Если будете вязать шапку с отворотом, то вам понадобится обязательно 2 мотка. На мой обхват головы 58 сантиметров. Я набирала 60 петель плюс 1 петля для того, чтобы сомкнуть петли в круг. Мои расчеты я считаю десятками, то есть я не высчитываю, сколько петель в 1 сантиметре. Итак, я высчитываю, сколько петель у меня в 10 сантиметрах. До того, как связать шапочку, я вязала образец обязательно. И рассчитываю 2, 4, 6, 8, 10, 12, то есть в 10 сантиметрах 12 петель. 5,8, либо если вы вяжете на обхват головы, например, 56 сантиметров, либо там меньше, 53, например, 55, то вы 5, например, 6 умножаете на 12. Либо вы берете свое значение петель в 10 сантиметрах, то есть здесь моя плотность. Получается 5,8 умножаем на 12 и получаем количество петель 69,6. Для того, чтобы шапка хорошо села на голову, то есть, соответственно, не болталась на голове, а именно была шапкой, я вычитаю 15%. Вот она. То есть вот эту вот пружинистую часть, так скажем. Вычитая 15%, у меня получается 59,16 петли. То есть мы округляем это число до 60, округляем до числа, которое делится на 4. Потому что раппорт узора нашего резинки 2 на 2 4 петли, то есть 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Набираем петли обычным способом. Для того, чтобы набрать нужное количество петель, я оставляю свободного кончика примерно 2 метра и набираю одной спицей. У меня спицы 6 миллиметров. Я вязать буду спицами на леске 80 сантиметров, то есть от кончика до кончика спицы. Если вы привыкли вязать шапки спицами 40 сантиметров, то приготовьте набор чулочных спиц для того, чтобы удобно закрывать макушку шапочки. Начинаем набирать петли. 2 петли на спице и набираем 61 петлю. 60 петель у нас идет на саму шапку и 1 петля для смыкания петель в круг. Набираем самостоятельно 60 петель удобным для вас способом. Сильно петли не затягивайте, чтобы край шапки у нас не был стянут. Набрали 61 петлю на спице. Сейчас нам нужно сомкнуть петли в круг. Для этого я вытаскиваю леску. Если вы вяжете спицами 40 сантиметров, вам это делать не нужно. Чтобы петли все смотрели в одном направлении. Они не были перекручены. Итак. Снимаем петлю крайнюю с левой спицы на правую и с правой спицы крайнюю вот эту петлю мы переснимаем
перетягиваем ее через петлю, которую мы только что пересняли. Вот таким образом. И тянем за кончик от наборного края и затягиваем вот эту петлю, которую мы только что перекинули. Первую петлю, которую мы пересняли на правую спицу, снова возвращаем на левую спицу и начинаем вязать. Вытягиваю правую спицу и вяжем резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и довязываем до конца ряда. Как присоединить нить, если одного мотка вам, к примеру, не хватило, либо бывает такое, что в пряже может быть узелок. Вот нитку от шапочки я уже расщепила волокна, и сейчас покажу, как я это сделала на уже другой новой ниточке. И мы будем вот эти две ниточки соединять. Я беру спицу тоненькую, можете взять иглу для сшивания трикотажных изделий, то есть что-нибудь такое поострее. На камеру мне делать это, конечно, немножечко неудобно. Можно взять, кстати, расческу с частыми зубьями. И вот у меня выделяется вот такой пушок. То есть я вот таким образом расчесываю, и вот это вот волокна пряжи, они это немного выдираются, чтобы место соединения между ниточками не было слишком плотное. Делаем это мы примерно на одинаковую длину вот этого кончика. И сейчас нам нужно намочить наши ладони водой. Не сильно, чтобы они были мокрые, слегка влажноватые. И складываем вот эти вот два кончика, которые мы сейчас расщепляли, между влажными пальцами и такими движениями как бы скручиваем, сваливаем, чтобы волокна между собой они запутались. Все, нить сваляли и продолжаем вязать, как обычно. Провязанное место соединения, где мы соединяли нить, вот оно выглядит вот так. Оно практически незаметно, в полотне его будет не видно. Я провязала 20 сантиметров. Для меня такой высоты достаточно. И сейчас начнем закрывать макушку. Если вы хотите, чтобы макушечка, торчащая над головой, была чуть повыше, провяжите еще несколько сантиметров. Может быть сантиметр, может быть 2. Я не хочу, чтобы макушка моя у моей шапки была слишком торчащая, поэтому я остановлюсь на высоте на данный момент шапки 20 сантиметров и начну закрытие петель. Закрывать мы будем в каждом втором ряду. 2 лицевые я провязываю просто лицевыми, а изнаночные я переворачиваю правой стенкой на лицо, то есть на лицевую сторону, и 2 изнаночные петли я провязываю вместе вот таким образом. Готово, то есть первое убавление у меня готово. Снова 2 лицевые, изнаночные петли переворачиваем правой стороной, правой половинкой петли на лицевую сторону, перекидываем рабочую нить перед работой и вставляем спицу за вот эти правые стенки изнаночных петель и провязываем изнаночную. И так до конца ряда. 2 лицевые и изнаночные также переворачиваем. Первый ряд с убавками у меня готов. Следующий ряд будем вязать по узору, по рисунку. 2 лицевые, 2 и 1 изнаночная. За правую стенку изнаночную провязываем. Снова 2 лицевые и 1 изнаночная за правую стенку.
Ряд без убавлений я довязала до конца. Сейчас будем делать снова убавление, то есть вторые убавления. И для этого мы провязываем одну лицевую, как обычно. Вторую лицевую я переснимаю на правую спицу, перенадеваю ее левой стороной петли на лицевую сторону, ввожу спицу за вот эту заднюю полупетлю, за задние полупетли лицевой петли изнаночной, то есть вот таким образом, и провязываю лицевой. Подтягиваем вот эту петлю, чтобы она не была затянутой. Снова лицевую провязываю лицевой, лицевую петлю переснимаю левой стороной на лицевую сторону, завожу правую спицу за задние половинки петли и провязываю лицевой. Вторые убавления я довязала. Следующий ряд мы провязываем полностью лицевыми без убавлений, просто провязываем лицевыми. Делаем сейчас третий ряд убавлений. Убавляем каждые 2 лицевые петли. Первую лицевую петлю начала ряда, вот эту, мы переснимаем левой полупетлей на лицевую сторону. Следующая у нас идет как обычно, то есть правой полупетлей. Одна первая левая, вторая правой полупетлей. Вставляем спицу слева направо за вот эти лицевые полупетельки, вот таким образом. Захватываем рабочую нить, провязываем петлю, не сильно затягивайте. Вот такая петля получается. Снова следующую лицевую петлю мы переснимаем левой полупетлей на лицевую сторону. Следующая лицевая смотрит правой половинкой петли. И вводим сначала вот в эту левую лицевую петлю, потом в правую за передние стенки. Вот таким образом. Этот ряд я довязала до конца. Сейчас еще один ряд мы провяжем без убавлений, просто лицевыми за правую полупетлю, все петли лицевые в этом случае. И сейчас делаем последнее, 4-е убавление. Будем вязать таким же образом, как и предыдущий ряд убавления, то есть мы переснимаем первую петлю левой половинкой полупетли, левой половинкой петли на лицо. Вторая петля у нас остается также, правой половинкой смотрит на лицевую сторону, и провязываем лицевую. Переснимаем 2 вместе, лицевой. Переснимаем 2 вместе, лицевой. И так до конца ряда. Я дошла до конца ряда, и у меня осталась одна петля, то есть у нее нет пар, мы провязываем ее одиночной лицевой петлей. Все, сейчас нам нужен будет крючок, либо можно протянуть, помогая спицами, как вам удобно. Находим место, откуда у нас отходит нить, вот она последняя. Отматываем немножечко нити, примерно можно сантиметров 15, больше не нужно. Достаем спицу, вот у нас нить выходит. На одной спице вот следующая петля, видите, у нас идет вот этот кончик, следующая петля. Я, придерживая петли, достала спицу, вставляю крючок через 3 петли, захватываю кончик и протягиваю. И сейчас заканчиваем вязание. Так, снова сейчас вытягиваем спицу. Можно не все. Протягиваем кончик. Таким образом это все выглядит. И просто стягиваем. Наша макушечка получилась. Сейчас крючок я вставляю прямо в центр вот этой вот звездочки и прячу хвостик на изнаночную сторону. Хорошо стягиваем, прямо очень хорошо. Подцепляем крючком ближайшую петельку
и делаем узелок. Закрепляем вот этот кончик. Хорошо нужно закрепить, чтобы у нас это место не разъехалось. Ну и, соответственно, прячем его в вязание, этот кончик. Это вид с изнаночной стороны. Шапка получилась итого 24 где-то с половиной сантиметров. Но когда она еще будет надета на голову, она чуть-чуть уменьшится. Кончик, вот этот вот кончик, мы его отрезаем. Ну, примерно можно оставить сантиметров 7-8. И с изнаночной стороны мы уводим кончик начала ряда и прячем его вот в лицевой косичке. Таким образом берем одну половинку косички, захватываем и протягиваем через вот эти вот петельки наш кончик. И вот таким образом подтягиваем. Если это видео было для вас полезно, то обязательно поставьте лайк этому видео и не забывайте подписаться на мой канал. Пока!